Представьте себе, вы идете по лесу и вдруг видите, лев вместо охоты бережно заботится о слоненке, а маленький воробей делится крошками с белочкой. Думаете, это выдумка? Ошибаетесь. Настоящая история о том, как животные становятся приемными родителями для чужих детенышей, просто переворачивают наше представление о дикой природе. Это не просто редкие случаи, а настоящие чудеса, которые не поддаются объяснению. Сегодня я расскажу о таких потрясающих примерах доброты и заботы в животном мире, которые заставят вас по-другому смотреть на природу. Эти истории изменят ваше представление о том, на что способен мир дикой природы. В мире животных случаются удивительные примеры взаимовыручки и заботы. Семейная пара из Миссисипи основала приют для животных, где однажды оказался маленький бельчонок. В тот момент в приюте находилась кошка, которая только что произвела потомство. Она взяла под свою опеку бельчонка, заботливо кормила и ухаживала за ним, словно за своим собственным малышом. Бельчонок настолько привязался к своей приемной матери, что даже научился мурчать, подражая кошке. Еще одним трогательным примером является история кошки Муськи из российского зоопарка. Она вырастила волчонка по имени Куличок, родившегося слабым и отвергнутого собственной матерью. Сотрудники зоопарка передали маленького волчонка Муське, которая недавно сама стала мамой. Несмотря на то, что молоко кошки не могло полностью удовлетворить потребности растущего волчонка, она самоотверженно заботилась о нем, а работники зоопарка дополняли рацион волчонка специальным детским питанием. Но настоящим героем стала кошка Маша из Приморского края. Эта бездомная кошка, ставшая матерью 3 котят, оказалась способной заботиться не только о своем потомстве, но и о других сиротах. Сначала ей доверили десяток осиротевших ежат, из которых выжил только один, названный Егором. Позже в ее семье появился новорожденный щенок, найденный на дороге. Маша приняла его как своего собственного ребенка, заботливо выкармливая и вылизывая его вместе с собственными котятами. После ухода за колючими ежатами, уход за гладким щенком казался особенно приятным занятием. Сейчас щенок здоров и счастлив, и все это заслуга Маши. Золотистый ретривер Тесси, живущая в зоопарке Садгород в российском Владивостоке, стала первой в моем списке супермамочек. В 2017 году она приняла на воспитание самку африканского леопарда. Котенку пришлось покинуть свою биологическую маму, поскольку та уничтожала свое потомство. Новорожденная леопардица отказывалась пить из бутылки, и тогда сотрудники зоопарка приняли решение передать ее под опеку Тесси, которая уже воспитывала собственных щенков. Таким образом, под одной крышей оказались 4 щенков и 1 маленький леопард. Тесси проявляла особую заботу о своем новом подопечном, кормила и вылизывала его как собственного ребенка. Щенки тоже быстро нашли общий язык с новым членом семьи, опровергнув миф о вечной вражде между кошками и собаками. Еще одним ярким примером дружбы между разными видами стал пес породы спрингер-спаниель по кличке Торг, который подружился с совенком по имени Шрек. Шрека привезли из приюта для ящериц и хищных птиц в городе Рингвуд, Нью-Джерси, США. Эти двое стали неразлучны. Они играли вместе и смотрели телевизор бок о бок. Также стоит упомянуть историю далматинца Зоуи, которая усыновила ягненка, от которого отказалась биологическая мама. Специалисты полагают, что Зоуи приняла ягненка не из-за сходства его окраса с ее пятнистой шерстью, а потому что у нее действительно большое, доброе сердце. Не менее трогательной оказалась история собаки по кличке Катинга, которая усыновила маленького поросенка по имени Полинхен. Они живут на ферме, где Катинга заботится о поросенке, обеспечивая ему тепло, защиту и ласку. Их уникальная дружба служит прекрасным примером того, как животные разных видов могут создать крепкую связь. 4-летний кавалер Кинг Чарльз Спаниель Элли, обычно известный как отличный охотник, неожиданно проявил заботливую натуру, когда нашел в саду гнездо с крольчатами. Узнав, что их мать погибла, Элли принесла малышей домой и начала заботиться о них. Иногда животные становятся приемными родителями не только для представителей своего вида, но и для птиц. Колли по кличке Бен, например, стала мамой для выводка утят, потому что они впервые увидели именно ее сразу после появления на свет. Процесс усыновления у обезьян весьма интересен и разнообразен. Они проявляют заботу о детенышах самых разных видов, то щенки, котята, кролики или тигрята. Манера обращения с приемными детьми сильно варьируется в зависимости от характера каждой отдельной особи. Некоторые обезьяны с большой ответственностью относятся к найденышам, защищая их от возможных обидчиков. Другие же воспринимают их больше как игрушки. Часто причиной усыновления становится потеря собственного ребенка. Иногда обезьяны могут даже похитить
похитить малыша у биологических родителей. Одним из ярких примеров является горилла Коко, проживающая в центре защиты горилл. Ее называют опытной приемной мамой, так как она вырастила не одну группу брошенных котят. Однако роль приемных родителей исполняют не только самки. Например, макак-самец с острова Бали усыновил милого рыжего котенка. Другой пример произошел на юге Индии, где обезьяна усыновила бездомного щенка. Самка макаки резус взяла одинокого щенка под свое покровительство и практически всегда находится рядом с ним. Жители местных деревень нередко наблюдают, как они гуляют вместе по улицам. Обезьяна носит щенка в своих передних лапах, кормит его виноградом, поит молоком и защищает от других собак. Зоопарк тигров в тайском городе Сирача активно участвует в программе разведения тигров и регулярно проводит шоу с этими грациозными хищниками. Одной из главных достопримечательностей зоопарка является вольер, где посетители могут наблюдать тигра, играющего с одетыми в костюмы тигрят поросятами. Этот необычный союз возник благодаря сотрудникам зоопарка, которые, когда тигр был еще маленьким, поселили его вместе со свиньей и ее поросятами, чтобы выросший хищник принимал их как часть своей семьи. Такое зрелище привлекает множество туристов, желающих увидеть столь необычную компанию. В 2004 году в зоопарке Чонбури в Таиланде произошло нечто подобное. Тигрица по неизвестным причинам вдруг почувствовала материнские чувства 5 поросятам, которых ей подсадили вскоре после рождения ее собственных котят. Поросята сначала не принимали новую полосатую маму, но благодаря ее заботе и вниманию в конце концов признали ее. Однако тигрица вовсе не собиралась становиться вегетарианкой, поэтому сотрудники зоопарка решили подстраховаться и надели на поросят полосатые шкурки, чтобы избежать недоразумений. А сейчас я вам расскажу истории из мира парнокопытных, которые полны трогательных моментов. Однажды в начале лета в окрестностях российской Алушты грибники вместе с детьми обнаружили маленькую косулю, малышку, которой было не больше недели. Родители оставили одну, возможно, из-за сильного стресса. Косуля решила следовать за людьми, понимая, что нуждается в помощи. Грибники осознали необходимость найти для нее новый дом и обратились за поддержкой в Бахчисарайский парк миниатюр. Там на помощь пришла коза по имени Роза. Она с любовью приняла косулю как собственную дочь, кормила ее каждые 3 часа и заботливо выхаживала. Дети, принесшие косулю в парк, предложили назвать малыша Серебряное копытце в честь персонажа известной сказки Бажова. Просьбу исполнили, и теперь косуля с таким именем живет в парке, прекрасно ладя с остальными обитателями. Для нее парк стал настоящим домом. В другом приюте для животных коза и медвежонок нашли друг друга и стали близкими друзьями. Медвежонку требовалась материнская забота, и коза без колебаний взяла его под свою опеку. Она делилась с ним молоком и согревала в холодные дни. Весь персонал приюта был восхищен той заботой и теплотой, которую коза проявляла к медвежонку. Их история показала, что настоящая дружба и забота не знают границ. Ученые заметили необычную семью дельфинов еще в 2014 году. Афалина плавала с 2 детенышами. Обычно у афалин рождается только 1 детеныш, и самка уделяет ему особое внимание. Однако в данном случае ситуация была нетипичной. Рядом с мамой и ее родным детенышем находился широкомордый дельфин, представитель совершенно иного вида, близкий скорее к касаткам или гриндам. Исследователи начали наблюдение за семьей. Они жили вместе несколько лет. Широкомордый дельфин перенял многие повадки афалин. Он прыгал над водой и взаимодействовал с другими дельфинами. Хотя обычно представители его вида предпочитают глубину и редко контактируют с людьми, что делает их малоизученными. Семья жила вблизи берегов французской Полинезии. Примерно в возрасте 1,5 лет родной детеныш покинул мать, а приемный оставался с ней около 3 лет. Ученые предположили, что афалина могла принять дельфина другого вида из-за своей неопытности. Хотя афалины являются наиболее распространенным видом дельфинов и хорошо изучены, ранее не было зарегистрировано случаев создания ими приемных семей. Необычный дуэт сформировался в национальном парке Кении. После цунами 2005 года недалеко от побережья местные рыбаки выловили из сетей детеныша гиппопотама весом 660 фунтов. Малыша назвали Оуэном в честь одного из спасших его рыбаков. Вскоре его перевезли в природный парк, подселили к 130-летней гигантской слоновой черепахе. По непонятным причинам детеныш сразу привязался к своему новому соседу, хотя черепаха, будучи взрослым самцом, поначалу не проявлял особого интереса к малышу. Однако доброта и непосредственность детеныша сделали свое дело. Паха постепенно прониклась к нему симпатией и теперь терпеливо сносит его детские шалости.
В окрестностях Гамбурга, Германия, на одной из ферм произошло необычное событие. К стаду коров присоединился маленький кабанчик. Хозяин фермы, Дирк Рис, назвал его Бананом и заметил, что этот чужак отлично вписался в свою новую семью. Коровы, похоже, полюбили его, нежно подталкивали головой, показывая свою привязанность. Возможно, Банан потерялся и отбился от своей семьи, но сумел найти новое пристанище. Интересно отметить, что это не единственный случай, когда коровы проявляли заботу о кабанах. Однажды ранним утром весь зоопарк пробудился от необычного звука, похожего на писк новорожденных котят. Работники бросились искать источник этого звука, бегая взад-вперед по территории. Вскоре они обнаружили, что звук исходит от маленькой шиншиллы, которая держала на руках сбежавшую от матери мышку. Казалось, что перед глазами разворачивалось настоящее чудо. Шиншилла взяла на себя заботу о сироте. Сердобольные сотрудники зоопарка решили поддержать эту необычную пару и позволили шиншилле продолжать заботиться о мышонке. Так началась удивительная история. Шиншилла вложила все силы в заботу о маленьком мышонке. Это был ее собственный ребенок. Она нежно облизывала мышку, согревала ее своим телом и предлагала грудь для кормления. Маленький мышонок был рад, что нашел такую заботливую маму. Шиншилла продолжала заботиться о мышонке до тех пор, пока тот не достиг возраста, когда мог начать самостоятельную жизнь. Тогда мышонка переселили в отдельный вольер, где его ожидала новая жизнь. Благодаря заботе и любви шиншиллы-попечительницы, маленькая мышка выросла здоровой и счастливой. Хотя шиншилла и мышка впоследствии расстались, они навсегда остались связаны этим удивительным случаем воспитания. На российской Камчатке бурая медведица совершила настоящий подвиг, приняв в свою семью чужого медвежонка. Этот случай вызвал бурю эмоций в мире зоологии, ведь для хищников такое поведение крайне необычно. Семью составляют мама-медведица, двое старших медвежат и самый младший, которому меньше года. Туристы могут подумать, что все идет своим чередом, но на самом деле третий медвежонок приемный. Дмитрий Шпиленок, государственный инспектор Кранотского государственного заповедника, отмечает, что такой случай противоречит законам эволюции. Ведь в дикой природе слабость зачастую означает верную гибель. Обычные медведи, столкнувшись с осиротевшим медвежонком, либо игнорируют его, либо уничтожают. Но эта медведица поступила иначе. Ее материнский инстинкт оказался сильнее любых природных законов. Василий Максимов, другой государственный инспектор заповедника, вспоминает, как медведица кормила всех троих медвежат одновременно, чая приемного сына, что стало настоящей неожиданностью. Подобные случаи чрезвычайно редки. Известен лишь один аналогичный инцидент, произошедший в Канаде. Медведица-мать одинаково заботилась обо всех своих детенышах, не делая разницы между ними. Более того, она даже защищала младшего от нападений старших медвежат. Тихон Шпиленок, в то время исполняющий обязанности директора Кранотского государственного заповедника, отмечал, что медведица учит приемного медвежонка ловить рыбу, а также следит за тем, чтобы старшие медвежата не обижали его. Даже в этом необычном медвежьем семействе царят свои правила и порядки. Старший медвежонок долгое время пытался избавиться от конкурента, устраивая драки и даже симулируя болезнь, пытаясь привлечь внимание матери. Однако медведица разгадала его хитрость, и приемный медвежонок остался в семье. Воспитание троих медвежат разного возраста требует больших усилий. Старшие медвежата часто разбегаются в разные стороны, а младшему приходится отставать. Кроме того, им приходится защищать свой участок реки от соседей, которые стремятся захватить территорию. Основной пищей для медвежьего семейства являлась сезонная рыба, в частности, красный лосось. Старшие медвежата уже умели охотиться, а младший получал рыбу, предварительно обработанную матерью. Однако он быстро рос и учился ловить рыбу самостоятельно, следуя примеру старших. Некоторые животные принимают на воспитание осиротевших детенышей, демонстрируя тем самым альтруизм. Чаще всего такое поведение характерно для видов, ведущих групповой образ жизни, где забота о потомстве распределяется между всеми членами сообщества, повышая шансы на выживание молодняка. Однако встречаются и исключения среди одиночных видов, хотя такие случаи достаточно редки. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.